Новый прорыв на фронте и вероятный бросок в тыл. Повтор операции «Труба». В Киеве заявляют о прорыве российских сил в один из городов Украины. Силы РФ вновь воспользовались газовой инфраструктурой. Варшава заявляет о подготовке России к нападению на Польшу. Реакция Москвы. Отдан приказ. НАТО отвечает на налет дронов на Польшу началом новой спецоперации, которая протянется вдоль границ России, Беларуси и не только. Что происходит? Трамп на стороне европейцев и меняет мнение. США готовы нанести удар по Путину. В Белом доме целую неделю велись переговоры. Новое заявление из Вашингтона. Обращение Зеленского к Западу и Москве. Киев идет в отказ. Детали. Срочное обращение военных к гражданам Казахстана. В России решили пересчитать черту бедности, а в Узбекистане найдена самая пожилая женщина мира. Сенсационное заявление. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. Удары по условным дронам и ракетам. В Беларуси заявляют, что именно с этого начали масштабные учения «Запад-2025». Силы Минска и Москвы задействуют средства ПВО для, как заявляется, отражения ударов средств воздушного нападения условного противника по району сосредоточения общевойскового резерва региональной группировки войск. Зенитные ракетные подразделения выполняют боевые стрельбы по воздушным целям, имитирующим атаки с воздуха. Мотострелковые подразделения отрабатывают действия по уничтожению беспилотной авиации противника, что является важным элементом в современных условиях ведения боевых действий. В Минске заявляют, что учения пройдут в два этапа. Первый уже начался, второй этап – это комплекс мероприятий по разгрому противника и очистке от него своей территории. Это была цитата. При этом в ведомстве Хренина уточняют, что учения носят лишь оборонительный характер. Мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ, и готовы отреагировать на любые провокации, которые возникнут в ходе проведения учения «Запад-2025». В НАТО, напомню, также заявляли, что готовы отразить любую провокацию со стороны белорусов и россиян, вспоминая при этом, что после подобных учений «Запад-2021» Россия начала наступление на Украину с территории Беларуси в феврале 2022 года. Новый поворот. Трамп меняет мнение, европейцы убедили его, необходим удар по Путину. Издание «Политика» пишет, что администрация Трампа предпочитает использовать торговые инструменты, такие как тарифы, чтобы истощить военный бюджет Кремля. В то время как ЕС настаивает на официальных санкциях против компаний и финансовых институтов, которые сотрудничают с Москвой. Коалиция европейских лидеров убедила президента США Дональда Трампа, что Россия не собирается прекращать войну в Украине, и ее нужно заставить сесть за стол переговоров. Теперь им предстоит уговорить непредсказуемый Белый дом согласиться на то, как именно это сделать. Авторы материала уточняют, что за последнюю неделю состоялся целый ряд дипломатических визитов, в ходе которых высокопоставленные официальные лица по обе стороны Атлантики обсуждали новые финансовые ограничения и планы по перекрытию потока российской нефти и газа. Европейские чиновники на условиях анонимности заявляют, Трамп теперь на их стороне. Теперь все ждут горячих дискуссий в Америке по поводу того, как именно нанести удар по России, пишет «Политика». Сам же Трамп накануне вновь заявил, терпение заканчивается, и вот что он готов сделать в будущем. Предлагаю послушать. Терпение к Путину заканчивается. Да, заканчивается и быстро. Для танго нужны двое. Когда Путин хотел, Зеленский не хотел. Когда Зеленский хочет, Путин не хочет. Теперь Зеленский хочет, а Путин под вопросом. Придется надавить очень сильно. Это единственная война, которую я не решил, хотя у меня всегда были хорошие отношения с Путиным. Как надавить на Владимира Путина? Это будут жесткие санкции против банков, связанные с нефтью, и также тарифы. Я уже это делал, я сделал много. Индия была их крупнейшим покупателем. Я ввел 50% тариф на покупку Индии российской нефти. Это серьезно и вызывает разлад с Индией. Зеленский при этом вновь накануне обратился и к Западу, и к Москве, говорит, что Киев не собирается идти на территориальные уступки под пустые обещания окончания войны. Это цитата. Он считает, что это не решение, а лишь пауза, и назвал цели России. Цель Путина – оккупация всей Украины. И что бы он ни говорил другим, очевидно. Он так раскрутил машину войны, что просто не сможет ее остановить, если не заставить его кардинально изменить цели.
Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо. Именно поэтому так принципиально важно, чтобы на каждый вызов следовал сильный ответ. Россия должна поверить, что Америка, Европа и Запад в целом не позволят России воевать. В Кремле же тем временем дали ответ на вопрос, находятся ли в тупике российско-украинские переговоры. Напомню, что ранее считалось, что встреча Путина и Зеленского могла бы состояться в конце августа. Уже практически середина сентября, а через 2 дня, 15 сентября, будет ровно месяц, как прошел саммит на Аляске. Но встреча так и не состоялась. Здесь, безусловно, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты. И здесь я хочу напомнить вам, наверное, слова президента Трампа, который тоже сказал, что сначала думал, что это удастся все регулировать в один момент, а потом понял, что для этого необходимо больше времени. Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога и мирных поисков путей регулирования. Но то, что европейцы мешают, это действительно так. Это ни для кого не секрет. Киев и Варшава сделали противоречивые заявления касательно обучения польских военных уничтожению дронов. Накануне агентство Рейтер сообщало, что польские военные прибудут для этого в Украину. Минобороны Польши уже практически через сутки сообщила, что никто никуда ехать не собирается. Локация выбрана на территории Польши. Уважаемые дамы и господа, в связи с вопросами о месте проведения запланированных тренировок по дронам и сотрудничеству между экспертами Польши и Украины сообщаем, что в настоящее время ведутся активные переговоры между специалистами обеих стран по углублению сотрудничества в области дроновых и противодроновых систем. Все эти мероприятия будут проводиться на территории Польши. В то же время украинские медиа цитируют министра иностранных дел Украины Сибигу, который накануне заявил, что военные из Польши окажутся на украинской территории. Украинская сторона заблаговременно сообщала польской стороне о следовании этих беспилотников в воздушное пространство Польши. Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для того, чтобы они поработали с нашими военными. На сегодня только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам. А польский министр иностранных дел уже в Украине. Находясь в Киеве, он заявил, что Варшава не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией. Ведь, далее цитата, «в дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками». Конец цитаты. При этом Сикорский заявил вновь, Россия намеренно запустила дроны по Польше. Мы не верим в 20 ошибок за одну ночь. Напомню, что первое нарушение нашего пространства произошло до полуночи, а последний дрон, который мы сбили, был в 6 часов 30 минут. Таким образом, воздушный бой длился 7 часов. 7 часов — это не ошибка. Кроме того, Сикорский считает, что Москва готовит нападение на Польшу и Литву. Далее также прямая речь. Самая большая угроза в том, что русские делают то, что они отрабатывают. Они отрабатывали вторжение в Грузию и сделали это. Они отрабатывали вторжение в Украину и сделали это. И они отрабатывают нападение, в первую очередь, как я понимаю, на Литву, но также на Польшу. И поэтому это угрожающий сценарий. Напомню, что Путин недавно заявлял, что Россия не собирается нападать на НАТО, а в НАТО, уверяют, не собираются нападать на Россию. Но при этом ответ на налет дронов готов. В Североатлантическом альянсе отдан приказ. НАТО запускает операцию «Восточный часовой». А сегодня генерал Гринкевич и я объявляем, что НАТО запускает операцию «Eastern Sentry», чтобы еще больше укрепить нашу позицию вдоль восточного фланга. Военная активность начнется в ближайшие дни и будет включать широкий спектр сил союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других. В дополнение к традиционным военным возможностям, эта операция будет включать элементы, специально предназначенные для решения проблем, связанных с использованием дронов. Особых деталей в НАТО не раскрывают, но уверяют, что операция затронет весь восточный фланг Альянса. Операция Eastern Sentry, как я ее представляю, будет охватывать весь восточный фланг Альянса, от Крайнего Севера до Черного моря и Средиземноморья, везде, где мы можем столкнуться с угрозой с российской стороны, и будет основана на операции Baltic Sentry, которая является весьма успешной операцией в Балтийском море. Варшава такое решение приветствовала и заявила, что это операция по сдерживанию. Союзническая операция «Восточный часовой» — это не только стратегическое решение, но и проявление ответственности за безопасность всего восточного фланга Альянса. Это активное сдерживание и готовность к обороне там, где это потребуется. Мы знаем, что героическая оборона Украины связана с будущим Европы, поэтому мы наращиваем наши оборонительные возможности. В единстве — сила, а в готовности — победа.
В России уже дали ответ на реакцию Запада. Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что РФ не заинтересована в эскалации напряженности с Варшавой. Он заявил, что сейчас специально раздувается истерия вокруг Польши для срыва урегулирования войны в Украине. А Москва при этом считает важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента в Польше. Это также была цитата. Новый прорыв фронта. Армия РФ заходит в Купянск. Это город в Харьковской области, который до сентября 2022 года Россия уже контролировала. На этот раз едут не колонны военной техники. ВС РФ использует тактику, подобную той, что была в Курской области. Украинские военные аналитики заявляют об очередной операции «Труба», когда россияне заходили в тыл ВСУ, используя газовые трубы. Так было в Судже. Мониторинговый канал Deep State пишет, что таким образом силы России преодолевают Оскол и входят в Купянск. Построена целая логистическая артерия, пишет Deep State. Входы в трубу находятся в районе Лимана 1. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окраин Купянска занимает примерно 4 суток, поэтому по пути сделаны специальные зоны для отдыха и запасы провизии. Таким образом, организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а далее перемещаются на юг в лес, который они контролируют. После этого рассредотачиваются в Купянске и доходят до железной дороги. В Deep State считают, что в ВСУ будут опровергать эту информацию, называя группы россиян неорганизованными и малочисленными. При этом, опять же, по информации Deep State, в Купянске уже есть позиции для взлета российских пилотов. Кроме того, аналитики уточняют, что сейчас большая проблема для украинских военных – это отсутствие в Купянске принудительной эвакуации местных жителей, ведь это ограничивает географию ударов. На момент записи выпуска официально в Генштабе ВСУ этой информации не комментировали. Напомню, в марте этого года в Украине и России обсуждали операцию «Труба». Россияне прошли по трубе неработающего газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, чтобы незаметно выйти в тыл ВСУ Курской области. Срочное обращение к гражданам Казахстана. Военное ведомство опубликовало официальное заявление. Казахстан выводит на улицы страны военную технику. Колонны будут передвигаться по дорогам республики. Движение бронетехники началось 12 сентября. Причина не связана с обострением ситуации. Минобороны Казахстана начинает масштабное командно-штабное учение «Айбалта». Мангистауская область станет основной ареной маневров, но перемещение личного состава и техники затронет и другие регионы. Подразделения сухопутных войск региональных командований Запад и Восток будут перебрасываться комбинированным способом по железной дороге и автотранспортом. Военные призвали не паниковать. Министерство обороны РК информирует, что в указанный период в отдельных районах возможны временные ограничения. Просим граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В России решили пересчитать черту нищеты. Лидер партии «Справедливая Россия за правду» Миронов предложил считать бедными всех граждан страны, чей доход ниже 43 тысяч рублей в месяц. Это примерно $502 по нынешнему курсу. По словам депутата, эта сумма куда ближе к реальной жизни, чем официальная граница бедности от Росстата – 16 863 рубля, всего около $197. Миронов говорит, что треть из этих денег у людей уходит на ЖКХ и проезд, а на питание остается примерно 300 рублей в день, а если понадобятся лекарства и одежда, то не хватит и на кусок хлеба. Он называет текущую цифру гранью выживания. И Миронов утверждает, что если ориентироваться на прожиточный минимум 43-45 тысяч рублей, то уровень бедности в стране окажется в 3 раза выше официальных данных. В Германии найдена самая больная ратуша страны. В немецком Ростоке разгорелся настоящий скандал вокруг местной мэрии. Оказалось, что каждый чиновник здесь в среднем проводит на больничном почти месяц в году. Цифра выглядит шокирующей, если сравнить ее с общегерманскими показателями. Там средняя длительность больничного составляет всего 15-19 дней, пишет Bild со ссылкой на Ostsee Zeitung. По данным издания, за последние 10 лет каждый из 2762 сотрудников мэрии фактически отлежал целый рабочий год. Особенно выделяется строительное ведомство. Его работники в среднем болеют более 32 дней в году. Даже самый здоровый отдел, социальный, показывает почти 28 дней отсутствия. Мэр города Ева-Мария Крёгер решила больше не церемониться и приняла решение бороться с недомогающими. Мэр города Ева-Мария Крёгер решила действовать жестко. По ее словам, вечные больничные больше терпеть нельзя. Она уже распорядилась уволить несколько десятков сотрудников.
Зарплаты работников мэрии обходятся городу в 199 миллионов евро ежегодно, а до 2029 года в бюджете прогнозируется дефицит в 500 миллионов. Крёгер заявила, что новые вакансии будут замораживаться и открываться только в исключительных случаях. Сенсационное заявление из Узбекистана. Там, вероятно, проживает самый пожилой человек не только страны, но и планеты. В Ферганской области официально подтвержден возраст 130 лет. Именно столько исполнилось Хувайда Умаровой. В рамках акции «Ни один человек не останется без документов» сотрудники юстиции установили, что рождение Хувайда, появившееся на свет 1 января 1895 года, ранее не было зарегистрировано. В итоге суд на выездном заседании у нее дома признал факт ее рождения в 1895 году официально. Теперь у Узбекистана есть своя суперсенсация. 130-летняя бабушка, не только старейшая жительница страны, но и реальная претендентка на Книгу рекордов Гиннесса. И если этот рекорд будет зафиксирован, то Узбекистан станет родиной самой возрастной жительницы Земли. Друзья, на этом все. Всем вам здоровья, спасибо вам большое за просмотр и до встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите.